Насколько важна тема игровой зависимости? Думаю, так же, как тема наркомании и алкоголизма. В этом видео мы будем говорить о ролевых онлайн-играх. Не только о вреде, который они могут принести, но и о пользе тоже. Да-да, ведь психоактивные вещества, такие как наркотики или алкоголь, в разумных количествах применяются как лекарства. Думаю, с ролевыми онлайн-играми также. Чтобы понимать степень влияния и зависимости, рассмотрим один случай отмены. Представьте себе ситуацию. Некий юноша сутками залипает за монитором, играет в ролевую онлайн-игру, уничтожает врагов в составе своего клана пачками, да настолько самоотверженно, что мама не выдерживает этого безумия и удаляет аккаунт сына, стирает плоды многолетнего труда в виде прокачанных персонажей, одетых в дорогие вещи, несколькими движениями коварной дрожащей руки. Какова будет реакция? С большой вероятностью будет нечто похожее. Не знаю, что наш герой пытался выключить в себе при помощи пульта от телевизора. Неужели у него там инфракрасный порт? Это тема отдельного исследования в контексте стадий психосексуального развития. Нас интересует реакция в целом. Думаю, похожей реакции можно было бы ожидать при утрате близкого человека. Какая же сильная привязанность и зависимость. Это неспроста. Разберем механизмы психики, работающие, когда юный эльф, или орк, или тролль сидит за монитором и истребляет драконов и всякую нежить. Или когда юный танкист нажатием кнопки валит из 100-го калибра по вражеским танкам. Ну и во всех похожих случаях, в которых происходит управление кем-то или чем-то в процессе адаптации, конкуренции и выживания. Или простыми словами, в игре, вы уже, наверное, догадались, к чему я веду. Ключевой вопрос такой: что влечет всех людей? К чему стремятся все люди? Наиболее общий ответ на этот вопрос – к счастью. Все хотят быть счастливыми. А когда мы счастливы, вспомните эти яркие моменты. Что происходило? Если обобщить, можно сказать так: удовлетворялись наши желания. Человек счастлив, когда удовлетворяются его желания, когда он переживает широкий спектр эмоций и чувств, радость, к примеру. А когда желания не удовлетворяются, тогда человек несчастлив. Тогда возникает конфликт между «хочу», «могу» и «надо». Наверняка каждый замечал в себе желания и влечения, которые в обычной жизни удовлетворить сложно или даже невозможно. Тут или правила морали ограничивают, или законы физики, или уголовный кодекс, или просто собственный страх. Мало ли в нашей жизни ограничителей. И хочется, и нельзя. Тут есть несколько вариантов решения проблемы. Либо заглушить неприятные переживания при помощи алкоголя или других успокоительных, либо найти альтернативные способы удовлетворения потребностей. К примеру, можно подобрать подходящую игру, в которой можно осуществить все мечты. Лучше всего для этого подходят ролевые онлайн-игры, ведь в них можно развивать новые способности и делать открытия, путешествовать по новым локациям или галактикам, добывать новые ценности, торговать. Можно стать богатым и покупать новые вещи. Можно писать в чате то, что страшно сказать в реальности. Безнаказанно можно убивать и грабить, доминировать над другими персонажами. Можно найти новых друзей и соратников, разделить с ними радости побед и горести поражений. Можно вообще играть персонажем другого пола. Можно жениться или выйти замуж. По сути, это вторая жизнь, в которой возможно прямо или косвенно удовлетворить большинство желаний и фантазий. Казалось бы, что еще нужно? Удовлетворился, разрядился, успокоился и радуйся в основной реальности. Но есть один момент. Для создания таких игр
нужны большие ресурсы. Это труд программистов, дизайнеров, сценаристов, сисадминов, уборщиц в офисах и других работников. Это стоит денег и должно принести прибыль. Именно поэтому игры строятся таким образом, чтобы за удовлетворение вносилась плата. Все организуется так, чтобы игрок потратил в идеальном мире как можно больше времени и денег. Поэтому мы можем стать свидетелями такого внутреннего диалога. Ух ты, какая интересная игра, надо попробовать. Ой, неделя прошла, надо бы и делами заняться. Зато я прокачался до 10 уровня и выучил новые заклинания. Эх, пойду испытаю их в действии. Ух ты, какой результат. Надо бы подзаработать денег и купить вещей получше. Тогда я смогу сражаться с более сильными противниками и справляться с задачами, которые раньше были недоступны. Ой, месяц прошел, зато мой персонаж стал сильнее и богаче. Как же приятно чувствовать себя сильнее и богаче. Это вселяет уверенность. Такого я раньше не испытывал. Вложил усилия и получил результат. Теперь я специалист по выживанию, могу помочь друзьям и разобраться с врагами. Ой, с этим врагом разобраться не получается. Ладно, потрудимся еще пару месяцев, чтобы стать сильнее. Ух, поступило предложение из сильной гильдии с хорошим онлайном. Надо вступить. Блин, уже год прошел, и я хожу сюда как на работу. Но ведь здесь мои друзья и мое богатство. Здесь у меня куча проблем и неотложных дел. Здесь у меня сложилась жизнь, в отличие от реальности. Здесь сформировалась моя новая личность. Здесь существует самая важная часть меня. Здесь мои смыслы и цели. И так далее. Хорошая иллюстрация к мудрости из Евангелия. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Основное сокровище в игре, и сердце там, и ум там, и воля туда же. И тут уже маме или жене не остается ничего другого, кроме как дрожащей коварной рукой стереть с сервера самую важную часть личности своего чада. Да-да, напрашивается даже слово «убить», уничтожить эту оболочку, этот аватар проклятый. Но все не так просто. И здесь начинаются ужасы и кошмары. Ведь пока в игровом мире рос персонаж, в игроке росло нечто, связанное с этим персонажем. Персонаж врастал в игрока. Происходила идентификация. Игрок думал, что управляет своим аватаром в игре, и не замечал, как игра управляет им. Он не заметил, как у него появилась новые потребности и желания, которые вообще не имеют отношения к реальности. Личность самого игрока изменилась, трансформировалась, и удалить персонажа дрожащей коварной рукой – это все равно, что грубо вырвать важную часть нервной системы. А так поступать опасно. Такая травма останется на всю жизнь, и отключить этот источник боли пультом через встроенный инфракрасный порт не получится. Эта травма, связанная с утратой, будет мешать жить не только игроку, но и его родственникам, и ее надо будет лечить. Поэтому, дорогие мамы и жены, будьте рассудительнее и осторожнее. С одной стороны, игра – это иллюзия, которая отвлекает от реальной жизни, забирает у человека время, энергию, приводит к дезадаптации, ослаблению, деградации, забирает человека в тот иной мир. С другой стороны, это иллюзия, которая на время может спасти от давления суровой реальности, дать время передохнуть и выработать новые способы адаптации, позволяет успокоиться, стать в чем-то сильнее, развить терпение, целеустремленность и напористость, поверить в свои силы. Ведь многие из наших способностей были развиты в игре, и это хорошо и нормально. Тут главное вовремя переключить применение развитых способностей на реальность, сделать переход и еще одну трансформацию. И в этом должны помочь близкие люди. Пишите ваше мнение и версии в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.